Осенью 218 года до нашей эры карфагенская армия спустилась с Альп в долину реки По. Цель похода через Альпы была достигнута дорогой ценой. Войска Ганнибала существенно сократились. Частично восполнив потери за счет гальских воинов, Ганнибал одержал победы над римлянами при Тицине и Требии и прошел в Среднюю Италию. С наступлением весны 217 года карфагенский полководец двинулся к Апеннинам, перешел через перевал Паретта и вышел к Пистории. На пути его наступления к Риму были выставлены две римские армии под командованием консулов Фламиния и Сервилия. Первый расположился в Ареции, второй в Аремине. Но карфагенский стратег решил обойти армию Фламиния, чтобы перекрыть ее сообщение с Римом. Для этого он выбрал кратчайший путь на Парму через Клузийские болота, затопленные в то время разлитием реки Арно. Во время сложного перехода через болото, где солдаты шли по пояс в холодной воде, заметно уменьшилась численность карфагенской армии. Погибли оставшиеся слоны, а у самого Ганнибала началось инфекционное воспаление глаз, вследствие чего он лишился одного глаза. Засевший в Ареции консул Гай Фламиний был человеком тщеславным. Незадолго до начала войны с Ганнибалом он одержал несколько побед в битвах с галлами и возомнил себя великим полководцем. Фламиний желал, чтобы слава победы над опасным врагом принадлежала лишь ему. Это каким-то образом сумел почувствовать Ганнибал, решив склонить Фламиния к решающей битве, прежде чем к нему придет с подкреплениями второй консул из Аремина. Город Ареций со всех сторон был окружен болотами и лесами. Чтобы овладеть им, Ганнибалу пришлось бы вступить в бой с силами регулярной римской армии, которая была защищена крепостными стенами и имела контроль над окрестностями. Поэтому Ганнибал двинул свою армию в обход Ареция. Карфагенское войско 3 дня шло по густым лесам, потеряв определенное количество живой силы. Когда обходной маневр был завершен, Ганнибал с войском оказался в тылу у Фламиния. Провоцируя Фламиния, Ганнибал посылал отряды галлов и нумидийской конницы к Арецию. Они грабили и опустошали окрестности, вынуждая консула выйти из укрепленного города. А сам Ганнибал, обойдя римский стан, пошел на юг к Тразименскому озеру. Фламиний, раздраженный опустошением земель союзников, направился вдогонку за врагом. Он настиг своего противника близ Картоны и стал готовиться к битве на следующий день. Тем временем Ганнибал, подробно изучивший местность, ночью хитроумно расставил свои войска. Для битвы он выбрал место, где узкая долина вдоль Тразименского озера была окружена крутыми склонами прилегающих гор, а выход из долины пролегал через холм. Там он поставил своих ливийских гоплитов и испанских мечников, а конницу под командованием Магона и легкую пехоту скрыл в засаде на холмах. Армия Ганнибала насчитывала 40 000 человек, из которых 25 000 составляли галлы. До момента битвы карфагенская армия успела отдохнуть и набраться сил. Карфагенский полководец также сумел привлечь на свою сторону италийские племена, жившие на севере Апеннинского полуострова, и таким образом смог обеспечить себе численное превосходство. На рассвете консул Фламиний вступил в долину, высоты которой были заняты неприятелем. Тогда в долине был густой утренний туман, и шедшие вдоль берега римляне не заметили, что на высотах стоят враги. Римляне продвигались вперед, пока передние ряды не подошли к холму, занятому тяжелой карфагенской пехотой. Тогда Ганнибал подал сигнал, и войска, стоявшие в засаде, бросились на изумленные легионы. А конница Ганнибала перекрыла вход в долину. Растянутые в длинную колонну, римляне еще не успели построиться в боевой порядок, и долина у озера постепенно стала заполняться телами их убитых и раненых. Но даже в таком отчаянном положении римские воины демонстрировали стойкость и мужество. 3 часа они героически отбивались. Ожесточение битвы было такое, что сражавшиеся не заметили землетрясения, произошедшего в то утро в Италии. Наконец Фламиний, храбро сражавшийся в битве, упал пронзенный копьем гальского всадника. После этого его войско обратилось в бегство. Но бежать было некуда. Многие солдаты бросились в Тразименское озеро, пытаясь уплыть, но тонули от тяжести лад. Другие заходили в воду по шею, а гнавшиеся за ними всадники убивали их и топили. Только авангард римских ветеранов в количестве 6000 человек ушел с поля битвы, пробившись сквозь неприятельские линии. Но вскоре начальник карфагенской конницы Махарбал окружил их, и они сложили оружие, поверив лицемерным обещаниям, что их пропустят.
Таким образом, в битве при Тразименском озере все 30-тысячное римское войско было уничтожено. Половина воинов полегли в битве или утонули в озере, остальные были взяты в плен. Еще 4000 всадников, которых послал другой консул Сервилий, узнав о продвижении Ганнибала на юг, были окружены, убиты и взяты в плен. Со стороны Ганнибала погибло лишь 1500 воинов. После битвы свою пехоту он снабдил качественным защитным вооружением, отбитым у легионеров. Победа в битве при Тразименском озере отдала во власть Ганнибала Этрурию и открыла ему свободный путь к Риму. При известии об исходе этой битвы римлян охватил ужас. Сенат велел сломать мосты через Тибр, усилить стены и башни Рима, снаряжать корабли. Были сформированы 2 новых легиона, мобилизированы резервы. По традиции также был назначен диктатор. Народное собрание выбрало им Квинта Фабия Максима. Но Ганнибал не решился штурмовать Рим. Он дал передышку своей уставшей армии, а затем направился в Южную Италию с целью переманить местные племена на свою сторону и поднять их на борьбу с Римской республикой.